Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и давайте с вами начнем готовиться к 14 февраля. Осталось не так много времени, но мы всегда подарки своим родным и близким откладываем на самый последний момент. Это, наверное, почти у всех так, потому что про праздники мы вспоминаем перед самым праздником. Поэтому давайте с вами приступать делать подарки к 14 февраля. Я уже пару видео подготовила. Ну и также все эти работы можно подарить не только на 14 февраля и на 8 марта. Поэтому, меняя цвет, меняя немножко форму, все эти работы можно дарить и на другие праздники. Но сегодня мы с вами сделаем вот такой веночек. Те, кто подписан на мою страницу в Инстаграме, уже его видели не раз. Также мне так тяжело расставаться с природными материалами хотя бы на время, потому что для меня, наверное, так же, как и для многих, именно природные материалы – это материалы такие зимние. Ну а на теплое время, на 8 марта обычно это цветы. Поэтому я решила в своей веночке сочетать природные материалы вместе с розочками, с цветами из лент, но цветы можно также сделать из фоамирана или из бумаги. Поэтому давайте сегодня я покажу, как я делала именно вот такой веночек. Да, схема будет в инфобоксе, поэтому переходите и распечатывайте в формате А4. Или же перерисовывайте с экрана компьютера, так как это делают многие. Ну и в первую очередь нам понадобится сама основа. Я думаю, вы видели основы из пенопласта в форме сердечек, но я люблю использовать картон. Это более экономичный вариант. И буду использовать две таких основы, чтобы мое сердечко было более крепким. Также природные материалы. Использовать я буду все самые маленькие, что нашла дома, так как хочется сделать свою работу очень интересной. И сейчас расскажу поподробнее, что я буду использовать. Это арахис в кожуре, шишки туи, они маленькие, похожи на цветочки, бакули. Бакули также у меня есть вот пару штучек такого розового цвета, фундук, мак, когда-то срезала и высушила коробочки, косточки абрикоса, сухоцветы хлопка, которые продаются в наборах, и буду использовать розовый цвет. Что это за сухоцветы, я не знаю. Теперь грецкий орех, выбрала самые маленькие, макадамский орех, уже пустой, шишки ольхи, они маленькие, классно смотрятся, бадьян, канадская ель, также шишки лиственницы, желтая сосна, и использовать я буду самые маленькие шишки от вот таких больших, и сушеная личи. Ну а также вот такие орешки, которые я тоже не знаю, как они называются. Главным акцентом у меня будут розочки. И розочки буду делать из репсовой ленты шириной 2,5 см. Подбирала я по цвету и выбрала вот 3 таких оттенков. Теперь давайте вернемся к нашей основе. Как я сказала, я буду использовать 2 основы сердца для того, чтобы сделать свою основу более жесткой и плотной. Не нашла я дома газету, поэтому нашла вот такие листы тонкой бумаги. И теперь будем придавать нашему веночку объем. Использую нитки и постепенно добавляю бумагу, делая сверху немножко такую полукруглую форму. Добавляйте листы бумаги до тех пор, пока вас не устроит форма вашего веночка. С обратной стороны я закрепляю строительным скотчем, и верхняя часть основы у нас готова. Но до того, как я буду приклеивать нижнюю часть, я закреплю веревочку, на которую потом будем вешать наш венок. И так как у меня разогревается пистолет, пока основу я откладываю в сторону. Теперь сделаем с вами розочки. Количество выбирайте любое. Для одной такой розочки приблизительно мне понадобилось 20-25 см ленты. Для удобства беру пинцет, разогреваю термоклей, наношу на уголочек капельку клея и начинаем скручивать розочку. Также я оставлю еще ссылку на одно видео, в котором я более подробно показывала, как я их делаю, потому что я не мастер в канзаше, делаю, так сказать, как умею. Так вот, начинаем подкручивать розочку,
Точно так же наносим капельку клея и подклеиваем. Многие закрепляют ниткой с иголкой, но мне кажется, что с термоклеем это просто удобней. Подклеили, и теперь начинаем постепенно загибать ленту и формировать лепестки нашей розы. Также, делая пару таких лепестков, я подклеиваю. Также для своей работы вы можете выбирать розу любого размера. Хотите сделать ее маленькой, выбирайте меньше длину ленты. Хотите большую, можно крутить, крутить, не останавливаться. По окончанию я решила немножко срезать и точно так же закрепляю капелькой клея. Вот этот некрасивый край можно подклеить вовнутрь, а можно срезать и опалить зажигалкой. Также на всех своих розочках я опаливаю все ниточки, чтобы у нас все выглядело красиво. Я надеюсь, что я более или менее объяснила, как это сделать, и вам будет понятно. Теперь переходим к самому венку. Закрепляем веревочку, тоже закрепляю с обратной стороны на термоклей. Я люблю, чтобы у меня все держалось надежно. Ну и чтобы сама веревочка не сползала ни в какую, мы закрепили клеем, а также я еще завязала узелок. Теперь склеиваем две части вместе. Обратную сторону я буду декорировать мешковиной. Мешковину я покупаю в строительных магазинах, и она там не называется как мешковина. Наверное, просто мы привыкли так ее называть. Ее там называют как обычная хозяйственная тряпка. В мое школьное время такими тряпками в школах мыли пол. Не знаю, как сейчас, но этот материал идеально подходит для работы. Срезаю все лишнее и аккуратненько подклеиваем, чтобы не обжечь пальцы. Также в работе с термоклеем очень хорошо подходит металлическая линейка или же какая-нибудь силиконовая лопатка. Вот, задекорировали обратную часть, теперь переходим к лицевой. Я решила сверху задекорировать также еще сизалью, но этого делать не обязательно. Многие говорят, что ее в итоге все равно не видно. У меня, не знаю, в моем таком видении я вижу какие-то промежутки, и мне легче воспринимать работу, когда снизу есть еще какая-нибудь подложка. Поэтому сделать сизалью или нет, это уже на ваш выбор. Срезаю самые длинные ниточки и начинаю приклеивать материалы. Как обычно, все начинаю делать с самых больших. Это у меня грецкие орехи, какие-то самые большие шишки, и постепенно добавляю самые маленькие розочки и делаю это так, чтобы они у меня были все в разном месте. Не формирую таким образом, чтобы одни и те же материалы находились в одном и том же месте. Что-то я наговорила в одном и том же. Ну ладно, думаю, понятно. Так вот, распределяем все природные материалы равномерно по всему веночку. Кстати, был вопрос после того, как я выставила фотографию в Инстаграм, как их сушили личи. Когда сушили личи, они были уже такие немножечко суховатые, поэтому после того, как сняли кожуру, она не скрутилась. У очень многих скручивалась, и писали комментарии, что за счет того, что кожура была очень сильно влажной, у многих личи скрутилась во время сушки. Поэтому, наверное, в этом и есть такой секрет, что сушить личи нужно тогда, когда кожура чуть-чуть на нем становится твердая. И такой главный вопрос, где я беру сами природные материалы, я что где нахожу, покупаю, что заготавливаю сама. Мне нравится именно сам процесс заготовки материалов для дальнейшей работы.
Вот, мы все аккуратненько закрываем каждую дырочку, обклеиваем материалами весь веночек. И в самый последний момент добавляем все самые-самые маленькие элементы. За счет того, что в моем веночке есть розочки, я не буду добавлять никакого бантика. Но также я срезала лишнюю сизаль, в середине я не срезала ничего, оставила так, как есть. Но так как хотелось в веночек еще что-то добавить, я решила взять белую краску. Как я всегда говорила, у меня водоэмульсионная краска. И слегка, совсем слегка полусухой кисточкой я прошлась по самым-самым темным материалам. В первую очередь для того, чтобы не придать венку такой заснеженный вид, как мы обычно это делаем зимой, а немножко показать фактуру самих материалов. Самое главное не переборщить и не трогать все элементы. Я красила шишки ольхи, туи, шишки канадской ели, лиственницы, чтобы вот подчеркнуть именно самый край этих материалов. И вот мы подкрасили, и на этом мой веночек готов. Я надеюсь, вам понравился результат, понравилась сама идея использования лент вместе с природными материалами. Если вы не подписаны на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайк, обязательно оставляйте свои комментарии. Возможно, у вас есть какие-то новые идеи по созданию каких-либо работ. Но мы увидимся с вами уже совсем скоро. Пока-пока!